этой позиции действующий чемпион мира жертвует ферзя Джавахиру Синдарову. Ферзь b4. Зачем он это сделал, посмотрим чуть-чуть позже. Ну а сейчас давайте посмотрим партию, в которой действующий претендент Синдаров Джавахир встретился с действующим чемпионом мира Гукешем Дамараджу. Интереснейшая партия, жертва ферзя от Гукеша и точные ходы Синдарова. Двигает Синдаров пешечку d4, задвигает по центру. Конина спешит в казан, чтобы стать ингредиентом. c4, ферзевой гамбит. Гукешек аккуратненько e6, крепко, конь f3. И пехота пихается по центру, занимая центральное поле d5. Это у нас ферзевой гамбит. Синдарову все это нипочем. Он развивает конину на c3, конь d7 и ферзь c2. Примерно такие же варианты Джавахир юзал в своих партиях на турнире претендентов, который вот-вот закончился блестящей победой, побитыми рекордами непомнящего и просто в приятной атмосфере. Слон b4 вяжет Гукеш коня. Синдаров расставил свои фигуры так плотно, что даже воздух сейчас Гукешу будет платным. Размен на d5 и слон g5. Эй, слышь, ты что тут забыл? Решил Гукеш прогнать коня. И Синдаров меняет этого слона на этого коня, как будто бы на базаре в Самарканде сторговался на лучшую цену в истории. Но Гукеш не спешит бить на поле f6 конем, так как последует шах ферзем с поля a4 с выигрышем этого слона. Показываю для чайников. Конь f6, ферзь a4. И этот слоник падает. Поэтому сначала лучше с шахом тяпнуть. Четвероногого, ферзь c3, конь f6. Второй конь заскакивает сюда, как хозяин мясного магазина. e3 аккуратненько, конь пошел на e4. Ферзь a3, чтобы индейское колесо с дизелем не рокернулось. Но Гукеш мастерски перекрывает эту всю диагональ, чтобы этот беглец без прописки себе ушел в тихую гавань. Развиваем слона на d3. Синдаров готовит пушечку на поле h7, где-то слон c2, ферзя сюда и поставить ма. Рокировка по нолям и c6 укрепляется d5. Конь e5 заскакивает мистер прямо с ноги в казан. Слон f5 предлагает Гукеш размен. Давай меняться, конь f5. Кстати, партия была сыграна в январе 26 года на турнире Та-Та-Та-Та-Та Стил ЧЕС 2026. Аккуратненько ферзь на c3. Уже диагональ a3 f8 не нуждается в нашем присутствии. Дерзкий Гукеш индиец нападает пешкой на пустое поле b4. Померещился ему противник. И чтобы пристопорить этого кандидата в депутаты, пешка а4 лоб в лоб, как бараны. Ферзь e7, подготовка к засандаливанию ферзя на b4. Ладья b1. Интересный ход. Мне непонятный, ребята, зачем Джавахир играет b4. Но это было полгода назад. Даже не полгода, а 4 месяца. За этот срок Джавахир нифигово так поднабрал в форме. Конь d6 сюда, чтобы переметнуться как-то на c4. Позиция накаляется. Гукеш здесь играть будет не на шутку. Также конь на e4 идет. И эта битва превращается из обычной турнирной партии в битву, на кону которой стоит последняя миска плова. Индийское карри, фу-фу-фу, не очень. А вот плов с кониной с привкусом магнусятины, это самое то. Вот и выясняется, зачем Синдаров играл ладья b1, чтобы двинуть b4. Происходит АБ, ферзь b4. На e4 играть нельзя из-за того, что ферзь просто заберет ферзя. Ладейка Гукеш помечает дорогу, помечает свое место. Неповоротливый шкаф заезжает через а8, будет тихомирить пешку на поле а4. Конь d3 сюда, где-то на c5 пора. И ферзь c7. Кстати, вот в этой партии отлично видна подготовка Джавахира Синдарова в плане тайм-менеджмента. Он здесь очень сильно цейтнотил, чего нельзя сказать о турнире претендентов, где цейтнотили все, кроме Синдарова. Подрос за 4 месяца, молодчик, ай молодец. Лайк мне можешь поставить, если тебе по душе мои разборы. Ладейка на c1 вяжем, чтобы на c7 где-то там забрать. Ладья f8, а8, конь c5. Защищаем пешечку на а4. И до ключевого момента в этой партии остается совсем мало времени. Еще чуть-чуть, и Гукеш покажет
покажет, что такое задвигон чемпионский. Если вы думали, что шахматы это скучно, значит вы не видели еще, как Гукеш жертвует своих ферзей. Ферзем больше, ферзем меньше. На тебе конь c4, конь вгрызается на поле c4, вроде бы это последний кусок мяса в казане. Конь d3 аккуратненько назад, h5. Если я, как чемпион мира, позволил себе отвлечь все фигуры белых на ферзевом фланге, как раз надо надвигать на королевском. Пешка может прийти на h3, сдвоить эти пешки, и получится тормоз раз и тормоз еще раз, h2, h3. Чтобы этого не допустить, Джавахир играет g3, тем самым открывает форточку своему мистеру без прописки. Почему цена эта партия? Да сейчас вы все сами увидите, зачем мне говорить. g6, ладейка e1, чтобы как-то сыграть e4. Но Гукеш стоит на своем, играет h4. Тогда назад, ладья мечется, как невеста на свадьбе. Пошел черный мякиш в центр, ладья e1 сюда, чтобы обратно подорвать. Ладья сделала 3 хода e1, c1 и опять e1. Король g8 назад, передумал. Тогда опять сюда, ферзь d8. Гукеш настроен решительно, хочет перевести своего ферзя куда-то на d5 или на f6, чтобы устроить грандиозный махач белому королю. Конь e5, давай поменяемся, дружище. Конь d6, нет, не будем, я тебе не дружище. Мне с тобой еще в ноябре играть, титул делить не хочу, я чемпион. Посмотрим. Ладья 1 защищает Синдаров свою пешечку, и вот здесь через несколько ходов Гукешина собирается пожертвовать своего ферзя, прям как Магнусятина. Сюда еще пара ходов. Конь d3, чтобы вернуться на c5 или на b4 как-то войти. b5 подрывает Гукеш. Надо защищаться. И ферзь a7. Гена, Стас и Турбо все напали на единственную пешечку а4. Аккуратненько ферзь c2 отходим. И в случае взятия на а4 мы долбанем на поле c6. ба забрал. И здесь Синдаров немножко выпускает эту позицию. Градусник скачет, как давление у гипертоника. Лучше было бы забрать на c6, и было бы все в порядке. Точным ходом Гукеш, ферзь b7 атакует этого коня, и коню все. Пошел он в казан на ингредиенты. Ладья а4, лучше было бы в этой позиции конем трахнуть на поле c6. Забрать. Ничего бы не было, связка нам не угрожает. Показываю для чайников. Конь c6 забрал, связал, получил e7 вилку, забрал. И ферзь на c8 до свидос. Чемпиона в мусорку. В партии было немножко по-другому. После ладья а4 Гукеш находит невероятный чемпионский мощный ход. Ход, от которого у меня адреналин в кровь выбросился. Он находит ферзь b4. Бриллиант! Аж сам Витиалиен офигел. Все индийские праотцы офигели от того, что вытворяет Дамараджа у себя на шахматной доске. Ты наш истинный шахматный пророк. Да не увидишь ты шахматной короны после ноября. Ферзя надо брать. Тяпнул, король ушел на поле h2. Сейчас мы видим с вами, ребята, что Гукеш Дамараджу собирается ставить мат на поле h1. И ему пофиг на коня на e4, так как этот конь уже все пахнет. Гукешу осталось только сдвоиться по первой горизонтали и засандалить Матильду. Но Синдаров молодец, бодрый огурец. Сейчас будет защищаться так, что вся Индия скоро узнает. Король g7 сюда сначала. Профилактику никто не отменял. Ладейка на b7 пытается Джавахир организовать контр-игру. Ладья f1 сильный ход. Гукеш собирается на h1 мат ставить. Если подвинуть пешку вперед, тогда конь g3 и защиты от мата уже не будет. Белый король забыл выпить таблетки и теперь чувствует себя не в порядке. Агрессивно. Играет Джавахир. Ферзь c6 готовит Гукешу замануху. Ладейка сюда. Угрожает мат в один ход. Джавахир, давай применяй какие-то меры. По-хорошему уже не получится. И Джавахир скидывает ладейку на f7. Иди-ка ты отсюда. Если не забрать эту ладью, пойти королем сюда на 6, он все равно даст потом ладья h7. Поэтому Гукеш принимает
выбирает жертву узбекскую. Дары Персея мы знаем, дары Джавахира еще нам предстоит узнать. Но что-то мне чуйка подсказывает, что дары Джавахира могут плачевно обернуться против индийских бородатых мальчиков. Ферзь d5, шах. Дело в том, что надо как-то убирать этого коня. Но понимаете вы, если забрать этого коня, все равно мат свести, так как есть пешка. Надо шаховать так, чтобы двинуть пешку с h4. Короче, задача. Чемпион мира на g7, ферзь e5 сюда. И казалось бы, что позиция у Джавахира уже все, так как грозит мат в один ход. Но Джавахир еще может. Еще что-то он накрутит. Закрылся. Молодец. Ферзь e7 сюда пошел, король сюда. Ферзь f8 шах, король сюда. Можно брать коня на поле f6 и получить мат в один ход. Такая перспектива не фонтан. Поэтому шах сюда еще раз. Король сюда. Шах еще раз. Вечным шахом я могу закончить. Кукеш, вечный шах тебе. И мирно с тобой разойдемся. Давай. Не. Иду на h5. Тогда шах тебе сюда. Вечный шах не хочет. Бородатый мальчик. Король выпрыгивает на g5. На тебе пенсия. Король f5. И ферзь забирает эту пешечку. Позиция по-прежнему минус 6 у Джавахира. Но если бы Джавахир играл черными, он бы это додавил. А так как это играет чемпион мира, тут есть вопросики. Бумажный тигр. Уа! Забрали пешечку, теперь король белых может уйти на поле g3. Но все равно угрозы. Угрозы-то какие? Конь e4, батя в здании. Ладейка сюда. Давайте смотреть, что будет дальше. Ладья h1 получи. Король сюда. Конь e4 получи. Ферзь сюда. Ладья f1 получи. Я сюда. Ладья f2 получи. Оттесняет Кукеш. Оттесняет короля, выводит его в чистое поле, чтобы в рукопашку с ним. 1 на 1 на рамсы. Сюда пошел. На. Сюда. На. Сюда. Ладья c3 сюда. Выпускает Гукеш с минус 6 до минус 3. Как погода в Джугарате. Король b4. Сюда. Ух ты, ё-моё. Почти линейник, но нет. Еще а4 спасает Джавахира. Шах сюда. Хорошо. Ладья b2 шахует. Чемпион на последней минуте, на последнем дыхании пытается смастерить дизельный мотор и швырнуть покрышкой в лицо Джавахиру. Но нет, это тебе не китайскую лапшу разминать. Тут все серьезно. Король а4 отошел. На e3 забрал и пошел Гукеш плясать своим черным королем. На, сюда. Ферзь h4 сюда. e6. На, закинул. Теперь угрожает ход d5 или предварительно g4, чтобы поставить мат индийскому мальчику бородатому. На тебе сюда еще шах. Гукеш не может реализовать преимущество. Минус 5. Шахует бесполезные шахи. Пешки кушает. Ну что это за баклан? Сюда и закрылся конем. Ошибочка. Он выпускает минус 5 преимущества. Ребята, вы представляете, что нас ждет дальше? Серия точных шахов от Джавахира спасает эту партию. Королю нельзя отходить куда-то с поля f4. Нельзя отходить никуда, так как вот здесь нюанс. Я вот красную клеточку вам выделил. Если король отойдет, покушаем говядинки, покушаем вкусной с перчиком. Король на f5. Сюда на тебе шах. Король сюда. На тебе сюда еще. Король сюда. Чтобы не было повторения ходов. Тогда вот тебе на получи. Если забрать на h4, говядинка упадет. Король f5. На тебе еще шах на c5. Король сюда. На тебе d6. Уже позиция повторяется. Судья. Судья, бегом. Флаг. Ничья. Белый флаг. Король f5. Шах сюда. Позиция повторилась трижды. И это ничья. Так вот, теперь вопрос вам на засыпку. В ноябре что ожидает этого мальчика бородатого? Узбекская кухня его ожидает. Приготовят с него манты. Все, всем спасибо, всем пока. К